Я не раз уже показывал, как изготавливать доски с так называемым хаотичным рисунком. Вот. И сейчас я хочу показать иной метод изготовления этой доски. Он более простой, менее трудоемкий. Отличие от первого метода будет заключаться в том, что если в первом методе мы получали такие кусочки неправильной формы, там иногда треугольники, ромбы, то при том методе, который я покажу сейчас, мы будем получать прямоугольники. Но этот метод позволяет делать прямоугольники более мелкими и создавать более хаотичный рисунок. В качестве материала я использую обычно отходы, которые образуются при производстве других досок. Смысл метода заключается в том, что изготавливаются щиты, склеиваются несколько щитов, затем разрезаются несколько раз вдоль, опять склеиваются, опять разрезаются, склеиваются. Ну и так примерно 3-4 раза, после чего изготавливаются уже торцевые разделочные доски. Можно использовать щиты разной толщины, но сейчас я покажу, как это делать с обрезками, которые остаются от 2-дюймовых досок. Это вот орех 2-дюймовый. В чистом виде здесь получится где-нибудь миллиметров 47, 45. Вот, буду изготавливать из такого пиломатериала. Вот, собрал все обрезки, которые у меня были. Обычно я изготавливаю не менее 3 щитов исходных, для того, чтобы получить более такой хаотичный смешанный рисунок. И, конечно, важно, чтобы длина всех щитов была примерно одинаковая. Здесь у меня получается около 70 сантиметров. То есть сейчас что делаем? Строгаем пластик, вот, чтобы склеить щит, и затем перемешиваем темные и светлые породы древесины. Обычно я делаю щиты не шире 300 мм, примерно 300 мм, для того, чтобы их потом удобнее было пилить на ленточной пиле. Добрал я разные породы древесины, которые нужно перемешать. Что здесь есть? Вот, американский орех, далее ясень, это европейский клен, опять ясень, это вот твердый клен, дальше вишня, дуб. И сейчас перемешиваем темные и светлые породы. Ширина, еще раз говорю, примерно 300 мм. Так делаем 3 щита и склеиваем. Получившиеся щиты распиливаем еще раз. Лучше использовать
ленточную пилу, чтобы минимизировать расходы. Ну вот, распилила 3 щита. Теперь каждую делянку я переворачиваю на 90 градусов, и перемешиваю делянки из разных щитов. Также делаю щиты шириной примерно миллиметров 300. Вот этот как бы переворот позволяет, во-первых, нам сделать все щиты одинаковой толщины, и во-вторых, мы клеим стороны, которые уже предварительно обработаны на рейсмусе. Это позволяет экономить пиломатериал. Получилось 4 щита. Последний щит получился немножко поуже, но это не имеет значения, поскольку в дальнейшем его еще раз придется пилить. Ну вот, сделал я последний 4-й распил. Теперь собираю щит, из которого уже будут изготовлены разделочные доски. Здесь нужно что сделать? Вот, ширина щита должна быть равна длине будущей торцевой разделочной доски. Вот. То есть можно собирать нужную ширину, но можно использовать и другой метод, чтобы более полно использовать материал, то есть замерить общую ширину получившихся делянок и разделить на какое-то число, там, на 2 и на 3. Ну, я пойду по этому варианту. Вот здесь вот у меня получается 535 миллиметров. И вот еще делянки здесь 365. То есть итого получается 900 миллиметров. То есть можно было бы разделить на 3 и получить 300-миллиметровые доски. Но я разделю на 2 и сделаю 2 щита по 400
50 миллиметров. При той длине щита, который у нас есть, это где-то 650 миллиметров в конечном итоге осталось. Но я думаю, получится где-то 3 таких нормальных доски. Собираем последние щиты. Вот, точно так же перемешиваем делянки из разных щитов. Следим, конечно, чтобы древесина разного цвета, разного оттенка соседствовала друг с другом. Ну вот, все получилось 450 миллиметров, то есть это будет длина той доски, которую я потом сделаю из этих щитов. Дополнительно можно посмотреть еще вот на срез щита, на торец щита и что-то подкорректировать. Ну, для того, чтобы темные и светлые породы древесины более-менее перемешивались. Ну, вот здесь видно, вот здесь ясень и клен, то есть они достаточно светлые, а здесь внизу орех. То есть просто переворачиваем вот эту делянку, и получится, что орех будет соседствовать там с кленом, и здесь тоже орех и клен. Ну и также проверяем оставшиеся. Здесь можно перевернуть. Можно поменять что-то местами, если не нравится. Но это уже на ваш вкус, что вы хотите, для того, чтобы рисунок был более интересным. Теперь начинаем собирать доски. Я думаю, что для такой длины доски подойдет толщина 40 миллиметров, поэтому устанавливаю 42 миллиметра. Пилю отрезки и собираю доски. Ну, вот что получилось. Такие отрезки получились из двух щитов, которые у нас были. Теперь возникает вопрос. Вот здесь можно сделать либо 2 вот таких больших доски, либо 3 поуже. То есть, ну вот замеряем, то есть получается 410 миллиметров. Это широковато для доски, поэтому можно сделать из этих двух наборов 3 доски. То есть здесь у нас в одной доске 14 отрезков, в двух, значит, 28. Но если 27 разделить на 3, получится как раз 9 отрезков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такие доски. Поэтому сделаю 3 доски. Один отрезок убираем, более он немножко с трещинами. И начинаем собирать. Для того, чтобы рисунок сделать более хаотичным, собираем следующим образом. Берем отрезок с одной доски,
Вот. Затем со второй. Затем отрезок с первой доски переворачиваем на 180 градусов. Также переворачиваем этот отрезок на 180 градусов. И так повторяем до тех пор, пока не получим наши 9 отрезков. Вот 8, вот 9. Вот получается вот такая доска. Если бы было больше в конечном итоге щитов, то можно было бы компоновать эти отрезки из большего количества щитов. Рисунок был бы еще более запутанный. Ну вот сколько у нас есть, столько и делаем. Вот такие получаются доски. Ну и что ты тут собрался с бульдозером делать, Матвей? Папа, А, ты уже клей схватил. Поставь клей на место. Нет, клеить не будем. мама, очисти это и сить. Мой, они.